Да, как говорить я могу. Они все целуют. Как это? А концерт программы Путикина. Bütün esnaflardan kurtuluşunu söylerlerse Canlı Muslim Morat Toplar Kurtlar Göğüs Mahkemede Gidiger Saha Boğulcular Salayarçılar Россия спорту бастыра Түркістан Сахар Республикасы Ильгинали народу депутаты Александр Владимирович Крылов сырдық керегілер bütün Россиядағы тәуіп тұстығы күрәқтәгі сағаланар. Добрый день, уважаемые любители вольной борьбы, уважаемые спортсмены, зрители. Приветствую вас на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе памяти мастера спорта России, народного депутата Государственного собрания Республики Саха-Якутия 4-го созыва Александра Владимировича Крылова. На соревнования приехали из 8 регионов Российской Федерации и команда Республики Монголия. Главный судья соревнований Николай Николаев, судья международной категории Москва, заместитель главного судьи Салтан Засилий, судья международной категории Пермь, главный секретарь соревнований Владимир Торговкин, судья всероссийской категории Якутск. На ковре А начинается поединок весовой категории до 65 килограммов. Приглашается Александр Иванов, Республика Саха-Якутия, Юлиан Ергена, Иркутская область. На ковре начинается квалификационный поединок весовой категории до 65 килограммов. Приглашаются Александр Федосеев, Иркутская область, Езир Тюрюш. Приглашается Езир Тюрюш, Республика Тыва, ковер Б. На ковер Б приглашается Александр Федосеев, Иркутская область. Идет. Идет.
Квалификационный поединок в весовой категории до 65 килограммов ведут на ковре А в красном трико Александр Иванов. Александру 22 года, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова. Пробел у нас. Тренеры Захара Дмитрий. Его соперник в синем трико, 30-летний мастер спорта международного класса Юлиан Евгеньев. Серебряный призер Сибирского федерального округа 2023 года. Тренер Барашков. На ковре Б квалификационный поединок весовой категории до 65 килограммов. Поединок ведут в красном трико Александр Федосеев, представляет Иркутскую область. Спортсмен 21 год, кандидат в мастера спорта. Победитель первенства Иркутской области, тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва Камин имени Тахриновой, тренеры Баракшонов, Алтахилов. Его соперник синий трико, представитель команды Республики Тыва, Елисей Юдюш. Спортсмену 27 лет, мастер спорта России, победитель Голден Гранд-при Ивана Великого 21 года, чемпион Сибирского федерального округа 2021 года, бронзовый призер чемпионата Сибирского федерального округа 2023 года, обладатель бронзовой медали международного турнира Коркина 2023 года. Тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва, тренеры Садок Кенде, Мортуйон Эрики, Эртине Мадов Канкак, ковер Б.
На ковре всеолимпийским преимуществом победу одержал Эльзир Килюш, Республика Тыва. На ковре приглашается Максим Шанкоев, Иркутская область, Петр Гуляев, Республика Саха-Якутия. На ковре победу одержал Александр Иванов, Саха-Якутия. На ковер приглашается Кежин Чемба, Красноярский край, Петр Губов, Саха-Якутия. Оля, вы мне помогли. Да. На ковре квалификационный поединок весовой категории до 65 килограммов в красном трико Максим Шанкоев представляет Иркутскую область. Спортсмену 19 лет, представляет спортивную школу Олимпийского резерва «Танги», тренеры Паракшомов, Колтуев, Жербаев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Петр Гуляев. Петру 18 лет. Имеет первый спортивный разряд, призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Апостолова, тренеры Шадрин, Сивцев, ковер Б. На ковре борцы весовой категории до 65 килограммов в красном трико Кежин Чемба, Красноярский край, параллельный зачет Республика Тыва. Кежин Чемба, мастер спорта, чемпион Сибирского федерального округа, спортсмену 27 лет, тренеры Сычков, Лебедев. Его соперник синий трико Петр Губов. 23 года, кандидат в мастера спорта, призер первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета, тренируется под руководством старости. Ковер А.
Коврияющийся Требницкой победы одержал Кешик Челубах, Красноярский край, 2. На подъемы приглашаются спортсмены категории до 70 килограммов. Юркун Андреев, Александр Неустроев, Республика Саха, Якутия. На ковре А квалификационный поединок ведут спортсмены весовой категории до 65 килограммов. Приглашаются Николай Спиридонов, Арсен Конов, представители команды Саха-Якутия.
Государственного института физической культуры и спорта. Его соперник в синем трико Арсен Кононов. Спортсмену 18 лет. Имеет первый спортивный разряд. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа. Представляет Чурчинский государственный институт физической культуры и спорта. Фиксации нету. На ковре весовой категории до 70 килограммов квалификационный поединок идут в красном трико Юркун Андреев, представляет команду Республики Саха-Якутия, спортсмену 22 года, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета Максима Амосова, тренер Пономарев Андреев, его соперник в синем трико. Представитель команды Республики Саха-Якутия Александр Неустроев. Александру 24 года. Кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кимовича Амосова, тренер старости Сафронов, Ковер П.
В это время весовой категории 60 килограммов победу одержал Юргун Андрей, Республика Саха-Якутия. На ковре А победу одержал Николай Спиридонов, Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Алтан Абакумов, Республика Саха-Якутия, Саим Казыр, Республика Тыва. Весовая категория 70 килограммов. Ковер Б. На ковре А начинается поединок весовой категории до 79 килограммов. Приглашаются Андриан Ленский, Саха-Якутия, Никита Сычков, Красноярский край. Понял? Конституция тоже пишет. На ковре А первый круг ведут спортсмены весовой категории до 79 килограммов. В красном кругу Андриан Ленский. Спортсмен 22 года. Мастер спорта. Серебряный призер первенства Центрального федерального округа. Студент Сибирского федерального студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Юрьевича Амосова, тренер Сивцев. Его соперник синим триком, мастер спорта Никита Сычков, Красноярский край. Бронзовый призер Сибирского федерального округа, тренер Сычков. Никита Сычков, мастер спорта международного класса. И победитель Никита Сычков, победитель первенства Европы.
На КВМ весовой категории до 70 килограммов квалификационный поединок будет красным трико Албан Авакумов. Представляет Республику Саха-Якутия. Спортсмен 23 года, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских международных соревнований студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, тренер Дмитриев Макаров. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Тыва Саид Казарев, спортсмен 25 лет, мастер спорта международного класса, средний дивизион Сибирского федерального округа 2023 года. Тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва «Олимп». Тренер Буян Бургучев. Ковер П. Один балл сильный. На ковре А победу держал Никита Сычков, Красноярский край. На ковре с явным техническим преимуществом победу одержал Саид Казарев. На ковре А начинается первый круг весовой категории до 92 килограммов. Приглашается Максим Толмачев, Красноярский край, Александр Виногуров, Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Герман Качаян, Приморский край, Артур Буларов, Республика Саха-Якутия. Первый круг весовая категория 79 килограммов.
На ковре А спортсмены весовой категории до 92 килограмм ведут первый круг. В красном трико Максим Толмачев представляет Красноярский край и параллельный зачет Республики Саха-Якутия. Максим Толмачев – мастер спорта, чемпион Дальневосточного федерального округа 2021 года и серебряный призер международного соревнования Али Алиева, тренеры Белановский и Павлов. Его соперник в синем трико Александр Винокуров, Саха-Якутия. Спортсмены 22 года, имеют первый спортивный разряд. На ковре А с явным техническим преимуществом победу одержал Максим Толмачев, Красноярский край и Саха-Якутия. На ковре А квалификационный поединок весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются Игорь Купкоев, Бурятия, Олег Фомин, Саха-Якутия. На ковре первый круг весовой категории до 79 килограммов. Поединок ведут в красном трико Ген Качаян, представляет Приморский край. Спортсмен 27 лет, мастер спорта России, чемпион Дальневосточного федерального округа, тренируется в спортивной школе «Богатырь», тренер Кабаев. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Артур Говоров. Спортсмену 19 лет, имеет первый спортивный разряд. Бронзовый призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова, тренер Крылов, ковер П. На ковер А повторно приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов. Игорь Купкоев, Бурятия, Олег Фомин, Саха-Якутия.
На то время чистую победу на душе одержал Герман Кочерян, Приморский край. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 92 килограммов. Первый круг. Никита Сафронов, Республика Саха-Якутия. На ковре А спортсмены весовой категории до 70 килограммов. В красном трико представитель команды Бурятии Игорь Упхоев, спортсмену 21 год, мастер спорта, победитель всероссийских и международных соревнований. Его соперник в синем трико Олег Фомин, тоже 21 год, кандидат в мастера спорта, чемпион Дальневосточного федерального округа 2023 года. Олег Фомин, студент Широкчинского государственного института физической культуры и спорта. Ковер А. На ковре Б поединок весовой категории 92 килограммов. Первый круг. Идут представители команды Республики Саха-Якутия. Красный трико Никита Сафронов, спортсмену 23 года, кандидат в мастера спорта, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Амосова, тренер Макаров, староста. Его соперник в синем трико Сафронов, спортсмен 25 лет, кандидат в мастера спорта, призер чемпионата Республики Саха-Якутия, тренер Федоров. Стоп!
На ковре А побежал Игорь Воев, Бурятия. Такие. Алексей Кианман. Выходу. На ковре Б победу одержал Никита Сафронов, Республика Саха-Якутия. На ковре А начинается квалификационный поединок весовой категории до 86 килограммов. Приглашаются Буявно Шадапов, Бурятия, Сергей Николаев, Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 97 килограммов. Первый круг. Евгений Аронов, Республика Саха-Якутия. Никита Акуличев, Красноярский край.
На ковре А спортсмены весовой категории до 86 килограммов ведут квалификационный поединок в красном трико. Буянто Шадапов, представитель команды Бурятии, спортсмену 22 года, мастер спорта, серебряный призер Дальневосточного федерального округа. Тренеры Немаев Цивика. Его соперник в синем трико Сергей Николаев представляет команду Саха-Якутия. Сергей 22 года, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета, тренируется под руководством Севцева, ковер А. На ковре Б весовой категории до 97 килограммов первый круг ведут красное трико Евгений Аронов, Республика Саха-Якутия, спортсмену 18 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Саха-Якутия, студент училища колледжа Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева, тренер Иван Сивцев. Его соперник в синем трико представитель команды Красноярского края Никита Акулинчик, спортсмену 22 года, мастер спорта России, победитель международных соревнований Байкала 2023 года, победитель Сибирского федерального округа 2023 года. Тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва по вольной борьбе, тренер Анжиганов, Радихи, ковер Б.
Чистую техническую победу одержал Никита Акуличев, Красноярский край. На ковре начинаются квалификационные поединки весовой категории до 57 килограммов. Приглашаются Эльдар Иванов, Московская область, Артур Ячковский, Республика Саха-Якутия. На ковре А победу одержал Буянтур Шатапов, Бурятия. На ковре А начинается квалификационный поединок весовой категории до 61 килограмма. Приглашаются Иван Санчевидин, Тывак, Михаил Иванов, Саха-Якутия. Квалификационный поединок весовой категории до 57 килограммов. Поединок идет в красном кругу представитель команды Московской области Эльдар Иванов. Кандидат в мастера спорта, призер Пермского центрального федерального округа, тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва по единоборству. Тренеры Полосанян, Сивцев. Его соперник представитель команды Республики Саха-Якутия Артур Ячковский. Спортсмену 18 лет. Имеет спортивный разряд, призер Восточного федерального округа, студент Российского института физкультуры и спорта, тренер Афанасьев, ковер П. На ковре А победил Михаил Иванов, Саха-Якутия. На ковре А приглашается Дмитрий Илларионов,
Саха-Якутия Борис Баршунов, Бурятия. Давай, давай. На ковре А поединок ведут в красном трико Дмитрий Илларионов, Саха-Якутия, спортсмену 23 года, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Его соперник в синем трико представитель команды Бурятии Борис Баршунов, параллельный зачет Иркутская область, спортсмену 21 год, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер первенства Сибирского федерального округа, ковер А. На ковре Б победу одержал Артур Кричковский, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Виктор Яковлев, Федор Осипов, Республика Саха-Якутия. Квалификационный поединок весовой категории до 61 килограмма. Дмитрич, кем барагитен Коран Миша? Миша барагитен. Миша барагитен. Я хочу захват посмотреть.
На ковре Б поединок ведут Виктор Захаров, Федор Косынов. На ковре А победу держал Борис Башин, Бурятия. На ковре А приглашается. Борцы весовой категории до 57 килограммов. Борьба в 1/8 финал. Алексей Копылов, Ян Васильевич, представители команды Саха-Якутия. На ковре весовой категории до 61 килограмма квалификационный поединок ведут с красным триком Виктор Яковлев, представляет республику Саха-Якутия, спортсмену 20 лет, кандидат мастера спорта, бронзовый призер первого строения Восточного федерального округа, студент училища Тбилисского резерва имени Киреева, Ложев, Игнатьев, Филиппов. Его соперник Федор Косынов, республика Саха-Якутия, спортсмену 27 лет, кандидат мастера спорта, победитель всероссийского
Копылов. На ковер приглашаются Юрий Винокуров, Валерий Андросов, Саха-Якутия. На ковер приглашаются Валерий Андросов. Валерий Андросов, ковера. Ввиду неявки спортсмена Юрия Винокурова победа присуждается Валерию Андросову. На ковер приглашаются Петр Копылов, Петр Адамов, представители команды Саха-Якутия. Челлендж коверка 2 балла красного, еще челлендж баллов красного. Челлендж проигран. На ковре победу одержал Виктор Яковлев, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются Жакал Паентуев, Республика Бурятия, Уйгулан Сманов, Республика Саха-Якутия. Ковер поединок весовой категории до 57 килограммов в 1/8 финала.
красном трико 24-летний мастер спорта Петр Копылов, победитель спартакиады «Сильнейший», тренируется под руководством Филиппова. Его соперник в синем трико 20-летний кандидат в мастера спорта Петр Адамов, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, представляет училище Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева. На КВГ весовой категории до 57 килограммов в 1/8 финала поединок берут в красном трико Шаргал Махмудуев, Республика Бурятия. Спортсмен 21 год, кандидат в мастера спорта, серебряный призер первенства России 2022 года. Тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва. Тренер Внимание Маев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Санкт-Петербург Уйгулан Иванов. Уйгулану 23 года, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских и международных соревнований. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Тренер Черепов Дмитрий, ковер Б. На ковре А победу одержал Петр Копылов. На ковер приглашается Артур Кичковский, Николай Заболоцкий, представители команды Саха-Якутия. На ковре А борьбы в 1/8 финала весовой категории до 57 килограммов ведут в красном трико Артур Дичковский, спортсмен 18 лет, имеет первый спортивный разряд, призер Дальневосточного федерального округа, Шрапчинский государственный институт физической культуры и
Его соперник в синем трико 20-летний Николай Заводский, кандидат в мастера спорта, училище Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева. В это время победу одержал Уйгулан Иванов, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашается Дархан Акев, Юрий Анисимов, Республика Саха-Якутия. Весовая категория 59 килограммов, подбой 8-й финал. На ковре
килограмма в 1/8 финала поединок бегут красного трико. Дархан Игнатьев представляет Республику Саха-Якутия. Спортсмен 22 года, кандидат в мастера спорта. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Амосова. Тренер Макаров, Тахаров и Устроев. Его соперник Синий Трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Юрий Анисимов. Юрию 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Тренеры Константинов, Прохоров. Куча совещаний провожу. И сам стоишь. На ковре А победу держал Николай Заболоцкий. На ковре А объявляется технический перерыв. Открытие было, да? Все, да. Вика, все. На ковре Б победу одержал Дархан Игнатьев, Республика Саха-Якутия. На ковре Б объявляется перерыв.
Саша! Сюда смотри. Саша! Добрый день, дорогие любители вольной борьбы, участники, гости. Начинается торжественная церемония открытия всероссийских соревнований по вольной борьбе памяти мастера спорта России, народного депутата Государственного собрания Иртюмень Республики Саха-Якутия 4-го созыва Александра Владимировича Крылова. Поздравляем вас с началом соревнований, праздником силы духа, торжеством спортивных традиций народов России. На торжественной церемонии открытия всероссийских соревнований по вольной борьбе в памяти мастера спорта России, народного депутата Государственного собрания Иртюмень Республики Саха-Якутия 4-го созыва Александра Владимировича Крылова принимают участие первый заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Бугаев, исполняющий обязанности главы муниципального образования Аймяконский УЛУС-район Александр Александрович Иванов. Супруга Александра Владимировича Крылова, Ирина Константиновна Крылова, мать Александра Владимировича Крылова, Крылова. Главный судья соревнований, судья международной категории Николай Дмитриевич Николаев, Москва, специалист отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России. Внимание! Начинается парад спортсменов всероссийских соревнований по вольной борьбе в памяти мастера спорта России, народного депутата Государственного собрания Иртюмень Республики Саха-Якутия 4-го созыва Александра Владимировича Крылова. Приветствуем спортивные команды Республика Бурятия, Иркутская область, Красноярский край, Монголия, Московская область, Приморский край, Республика Тыва, Хабаровский край. Республика Саха-Якутия. Желаем всем участникам всероссийских соревнований по вольной борьбе памяти мастера спорта России, народного депутата Государственного собрания Иртюмень Республики Саха-Якутия 4-го созыва Александра Владимировича Крылова честной и бескомпромиссной борьбы, красивых побед, а зрителям незабываемых впечатлений. Александр Владимирович Крылов очень любил малую родину, полюс холода Аймякон. Александр Крылов трудился во благо развития северных территорий нашей необъятной Якутии.
Вас приветствует народный ансамбль танца «Сияние Севера» Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, художественный руководитель, отличник культуры Республики Саха-Якутия Ева Кузьменко, педагог-балетмейстер Василий Петухов. Для открытия соревнований приглашаются первый заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Бугаев. Исполняющий обязанности главы муниципального образования Аймекунский улус-район Александр Александрович Иванов. Главный судья соревнований, судья международной категории, специалист отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России Николай Дмитриевич Николаев. Слово открытия всероссийских соревнований предоставляется первому заместителю министра по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Александру Николаевичу. Дорогие любители борьбы, я от имени Министерства по физическому и спорту Республики поздравить вас с торжественным открытием всероссийских соревнований по вольной борьбе, памяти мастера спорта Российской Федерации по вольной борьбе, народного депутата Республики Саха-Якутия Александра
Александра Владимировича Крылова. Дорогие друзья, я сегодня хочу выразить слова благодарности всем организаторам сегодняшних соревнований, друзьям, товарищам Александра Владимировича, семье. Сегодня на открытии присутствует мама и супруга Александра Владимировича. Давайте поприветствуем, дорогие друзья, всем предприятиям, учреждениям, друзьям Александра, да, вот именно за помощь в организации этих соревнований. Мы эти соревнования проводим во второй раз, и я уверен, что эти соревнования будут у нас ежегодными, традиционными. Статус соревнований очень большой, это всероссийские соревнования. Сегодня хочу сказать спасибо всем командам, спортсменам, которые приехали из других регионов нашей страны. Без вас эти соревнования не состоялись бы. Александр Владимирович это тот человек, который душой и телом болел за развитие спорта, физической культуры в нашей республике, вольной борьбы, всегда поддерживал именно развитие вольной борьбы в нашей республике. Будучи депутатом Госсобрания ЛТМ республики, он был одним из инициаторов таких важного внесения изменений в наш закон о физической культуре и спорту. Ну и, конечно же, он как был акте севера нашей республики, его вклад в развитие арктических районов, северных районов нашей большой необъятной республики, его вклад неоценим. Дорогие друзья, я еще раз поздравляю вас всех с торжественным открытием этих соревнований. Вы знаете, что этот год является юбилейным. Мы все в этом году отмечаем столетие развития физкультурного движения как в нашей республике и в целом по стране. И я уверен, что эти соревнования будут одним из ярких событий этого 2023 юбилейного года. Всем желаю добра, удачи и разрешите объявить всероссийские соревнования по вольной борьбе памяти Александра Владимировича Крылова открытыми.
От имени Министерства физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия, муниципального образования Аймякутский улус район и друзей в знак признательности и уважения разрешите преподнести цветы супруге Александра Владимировича Ирине Константиновне Крыловой и матери Александра Владимировича Саргулане Семеновне Крыловой. Благодарственное письмо правительства Республики Саха-Якутия вручается Николаю Константиновичу Адушинову. Благодарственное правительства Республики Саха-Якутия вручается Прокопию Семеновичу Иванову. Министерством спорта Российской Федерации присвоено спортивное звание «Мастер спорта России по спортивной борьбе» Егорову Сергею Ивановичу, Чурапчинский улус. Присвоено спортивное звание «Мастер спорта России по спортивной борьбе» Кириллину Петру Кузьмичу, город Якутск. Слово для приветствия предоставляется исполняющим обязанности главы муниципального образования Аймякутский улус район Александру Александровичу Иванову. Добрый день, уважаемые гости, любители спортивной борьбы, участники соревнований. Разрешите от лица Аймякутского улуса отлично приветствовать на всероссийском соревновании памяти Александра Владимировича Крылова. От всей души желаю всем зрителям красивой борьбы, ярких моментов, спортсменам, участникам честной победы и красивых схваток. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется главному судье соревнований, судье международной категории, специалисту отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России Николаю Дмитриевичу Николаеву. Уважаемые зрители, болельщики, судьи, организаторы, всем поздравляю с началом всероссийских соревнований по вольной борьбе памяти Александра Владимировича Крылова. И хочу огласить регламент проведения соревнований. Сегодня соревнования будут проходить до финала. Завтра решительные встречи и финальные встречи. Спасибо за внимание. За большой вклад в развитие и популяризацию спортивной борьбы в Республике Саха-Якутия и России, воспитание физической здоровой молодежи, привлечение подрастающего поколения, благодарность Федерации спортивной борьбы России объявляется Иванову Александру Александровичу, исполняющим обязанности главы муниципального образования Аймякутский улус район. Благодарность Федерации спортивной борьбы России объявляется Адушинову Николаю Константиновичу. В адрес Организационного комитета по подготовке и проведению всероссийских соревнований памяти
Александра Владимировича Крылова поступило поздравление от вице-президента Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия Жансо Жалсановича Хамажапова. Уважаемые любители вольной борьбы братского народа Саха, от имени Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия я от себя лично поздравляю вас с открытием всероссийского турнира памяти одного из лучших сыновей Саха-Якутии, большого друга бурятских борцов Александра Владимировича Крылова. Проведение столь масштабного мероприятия в городе Якутске говорит о том, что в республике вольную борьбу любят и турниры посвящают лучшим его представителям. Умение Александра работать и созидать, поддерживать друзей и радоваться каждому дню навсегда останутся в нашей памяти. Желаю турниру процветания и долголетия. Благодарю организаторов за праздник спорта и желаю, чтобы в каждой семье было счастье и благополучие. С уважением, мастер спорта международного класса, вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия Жансо Хамажапов. Вас приветствует лауреат всероссийских конкурсов и фестивалей, вокальный ансамбль «Служба 02» Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия, художественный руководитель, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Юта Азикритова. Я когда-то давно себя спросила, что она для тебя страна Россия. И спустя много лет отвечаю, я знаю, для меня ты всегда
Вокальный ансамбль «Служба 02» Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия. Дорогие друзья, на этом торжественном церемонии открытия всероссийских соревнований по вольной борьбе памяти мастера спорта России, народного депутата Государственного собрания ИНГВ Республики Саха-Якутия 4-го созыва Александра Владимировича Крылова завершается. Пусть победит сильнейший. Подготовиться спортсменам вес категории до 79 килограммов. Ковер А. Подготовиться спортсменам весовой категории до 57 килограммов. Ковер. Это надо убрать. Назови. На ковре А начинается второй круг весовой категории до 79 килограммов. Приглашается Мген Качаня, Приморский край, Андриан Ленский, команда Республики Саха-Якутия. На ковре Б борьба в 1/8 финала весовой категории до 57 килограммов. Приглашаются Любомир Ашей, Арсен Кондратьев, Саха-Якутия. Что обратно? Оля, вот ты я стоп. Вот ты раз, стоп. Стоп. Сот. Таксан устуй. Иге. Akademi. Bir de şaba var. O Igor Olbandi. Давай, турген, замена. О, Куругин.
Федерального округа, спортсмену 23 года. В синем трико Арсен Кондратьев, победитель первенства Республики Саха-Якутия, спортсмену 17 лет, ковер Б. Послушайте объявление. Техническая служба, просьба подойти к ковру А. На ковре Б чистую техническую победу одержал Любомир Ашей, Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 57 килограммов. Ловсанда Эрденадачва, Монголия, Аял Белолюбский, Саха-Якутия.
Пауза из-за технических неполадок. На ковре Б ведут в красном трико Лувсанба Эрденеда Чба, представитель Монголии. Борец в синем трико Аяр Белорусский Сахай Гузия, спортсмену 23 года, кандидат в мастера спорта, чемпион Дальневосточного федерального округа. Ковер Б. На ковре А второй круг весовой категории до 79 килограммов. В красном трико Мкен Кочоян, Приморский край. Спортсмену 27 лет, мастер спорта, чемпион Дальневосточного федерального округа. Его соперник в синем трико Андриан Ленский. Команда Республики Саха-Якутия. Андриану 22 года, мастер спорта. Серебряный призер первенства Центрального федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Тренируется под руководством Септина. На ковре А в красном трико Кен Кочоян. Его соперник в синем трико Андриан Ленский. Весовая категория до 79 килограммов. Второй круг.
весовой категории до 79 килограммов. Второй круг. Артур Говоров, Саха-Якутия, Никита Сучков, Красноярский край. Ковер Б. На ковре Б будет красным кругом Артур Говоров, спортсмен 19 лет, бронзовый призер первенства Республики Саха-Якутия. Его соперник в синем трико Никита Сучков, представитель команды Красноярского края. Спортсмен 27 лет, мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата Сибирского федерального округа. Ковер Б. На ковре А победу держал Ген Качаян, Приморский край. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 92 килограммов. Второй круг. Кирилл Эрхитуев, Бурятия. Никита Сафронов, Саха-Якутия. На ковре А борцы весовой категории до 92 килограммов. Второй круг ведут в красном трико Кирилл Эрхитуев, Бурятия. На ковре Б явную техническую победу одержал Никита Сучков, Красноярский край. На ковер Б приглашаются Сафронов, Саха-Якутия, Максим Толмачев, Красноярский край. На ковре А в красном трико Кирилл Эрхитуев, Бурятия, кандидат в мастера спорта, спортсмен 20 лет, серебряный призер первенства Дальневосточного федерального округа. Его соперник в синем трико Никита Сафронов, кандидат в мастера спорта, Никите 23 года, бронзовый призер чемпионата Дальневосточного федерального округа, Республика Саха-Якутия, ковер А.
На ковре Б борьбу ведут в красном трико Сафрон Сафронов, Саха-Якутия, кандидат в мастера спорта, призер чемпионата республики Саха-Якутия. Его соперник в синем трико Максим Толмачев, мастер спорта, чемпион Дальневосточного федерального округа, представляет Красноярский край. Параллельный зачет Саха-Якутия, ковер Б.
держал Никита Сафронов, Саха-Якутия. На ковер А приглашаются Айтал Уйгуров, Евгений Аронов. Ковер А. Весовая категория до 97 килограммов. Ввиду травмы спортсмена Айтала Уйгурова победа присуждается Евгению Аронову, Саха-Якутия. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 61 килограмма. Борьба в 1/8 финала. Приглашаются Михаил Иванов, Николай Жирков, Саха-Якутия. На ковре Б борьбу ведут в красном трико Болот Эрдене Гандол, Монголия. Его соперник в синем трико Манчар Ильинов, Саха-Якутия, спортсмену 22 года. Манчар Ильинов, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия. Ковер Б. На ковре А спортсмены весовой категории до 61 килограмма. Борьбу в 1/8 финала ведут в красном трико Михаил Иванов, кандидат в мастера спорта. Михаилу 23 года. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа. Его соперник в синем трико Николай Жирков. Имеет первый спортивный разряд, спортсмену 19 лет, победитель первенства Республики Саха-Якутия.
Миша, 6-0. Там 30 секунд было. На ковре А в красном трико Михаил Иванов, его соперник в синем Николай Жирков. Весовая категория до 61 килограмма. Борьба в 1/8 финала. На ковре Б победу одержал Манчар Ильинов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 61 килограмма. Владислав Макарцев, Эдуард Попов, Саха-Якутия. На ковре А победу одержал Михаил Иванов. На ковер А приглашаются Алексей Репин, Александр Ахмедов, Саха-Якутия. На ковре А борьбу в 1/8 финала ведут спортсмены весовой категории до 61 килограмма. В красном трико 17-летний Алексей Репин имеет первый спортивный разряд. Победитель первенства Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета
кандидат в мастера спорта Александру 23 года. Студент Северо-Восточного федерального университета. Победитель всероссийских и международных соревнований Александр Авин, ковер А. На ковре Б борьбу ведут в классном трико Владислав Макарцев, Сахаевич, спортсмен имеет первый спортивный разряд, 18 лет, победитель первенства Дальневосточного федерального округа. Его соперник в синем трико Эдуард Попов, спортсмену 17 лет, имеет первый спортивный разряд, бронзовый призер первенства Республики Саха-Якутия. Ковер Б. Уважаемые спортсмены, уважаемые любители вольной борьбы, послушайте информацию. Есть изменения по завтрашней программе спортивных соревнований. Утешительные поединки завтра должны были состояться в 11 часов. Но переносятся утешительные поединки завтра в 16:30. В 16:30 завтра начнутся утешительные поединки. По окончании 17 часов начнутся финальные поединки. На ковре А в красном трико Алексей Репин. Его соперник в синем трико Александр Авин. Ковер А. Iya.
пойдут от себя. На ковре А победу одержал Александр Равин, Саха-Якутия. На ковре Б победу одержал Эдуард Попов, Саха-Якутия. На ковре А приглашаются Виктор Яковлев, Валентин Бурнашов, Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Владимир Пеникин, Республика Саха-Якутия, Артур Чабадаев, Красноярский край. Есть ли вообще? Да, фон великая природа. Так, красный. Есть ли? Все красные. Красный, пошли. Студент чего? Вот. Валентин Бурнашов. Есть ли все красные? Борьбу в 1/8 финала весовой категории до 61 килограмма на ковре А ведут в красном трико Виктор Яковлев, кандидат в мастера спорта, спортсмену 20 лет. Виктор Яковлев – бронзовый призер первенства Дальневосточного федерального округа, училище Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева. Его соперник в синем трико Валентин Бурнашов, кандидат в мастера спорта, спортсмену 21 год. Валентин Бурнашов – бронзовый призер первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Носова. Ковер А. На ковре Б борьбу в 1/8 финале весовой категории до 61 килограмма ведут в красном трико представитель Республики Саха-Якутия Владимир Пеникин. Спортсмен имеет первый спортивный разряд 20 лет.
оставался бронзовый призер чемпионата Сибирского федерального округа. Ковер Б. Победил Валентин Бурнашов. Сахалин-Петербург. На ковер А приглашаются Кежик Монгуш, Кежик Цвете, Иркутская область, 2. На ковре Б борьбу ведут Владимир Книгин, Республика Саха-Якутия, Артур Чабадаров, Красноярский край, ковер Б. На ковре Б победил Артур Чабадаев, Красноярский край. На ковер Б приглашаются Петр Константинов, Саха-Якутия, Борис Баршулев, Бурятия, ковер Б. На ковре А борьбу 1/8 финала ведут спортсмены весовой категории до 61 кг.
чемпион Сибирского федерального округа, спортсмену 24 года. Его соперник в синем трико Кеш Серде, Тыва, 23 года, кандидат в мастера спорта, чемпион Сибирского федерального округа 2023 года. 2023 года. Ковер А. Уважаемые зрители, напоминаю, завтра, 15 октября, утешительные поединки начнутся в 16:30. По окончании в 17 часов состоятся финальные поединки. На ковре А в красном трико Кешик Монгуш, Иркутская область, в синем Кешик Серде, Тыва.
весовой категории до 74 килограммов. Приглашаются Дмитрий Табаев, Приморский край, Айсен Потапов, Саха-Якутия. На ковре А спортсмены весовой категории до 74 килограммов ведут борьбу в 1/4 финала. В красном трико Дмитрий Табаев, Приморский край. Спортсмен 32 года, мастер спорта, чемпион Дальневосточного федерального округа. В синем трико Айсен Потапов, мастер спорта, спортсмену 24 года, бронзовый призер чемпионата Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. На ковре Б борьбу ведут Петр Константинов, Республика Саха-Якутия, мастер спорта, серебряный призер чемпионата Дальневосточного федерального округа. Его соперник в синем трико представитель команды Бурятии Борис Баршуев. Борису 21 год, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер первенства Сибирского федерального округа, ковер Б.
Саха-Якутия. На КВБ приглашается Иннокентий Бабаранов, Эдгар Кудаисов, Саха-Якутия. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 74 килограммов. Тумен Бадиев, Бурятия. Рамазан Якупов, Красноярский край. Уважаемые спортсмены, уважаемые любители вольной борьбы, послушайте информацию. Завтра среди чемпионов будет разыгрываться 1 миллион рублей. В прошлом году 1 миллион рублей выиграл спортсмен из Красноярского края весовой категории до 86 килограммов Дмитрий Зайдинов. Завтра узнаем, кто же выиграет 1 миллион рублей среди чемпионов. 30 тысяч качалов. На ковре А борьбу ведут в красном трико Тумен Бадиев, представитель команды Бурятии, мастер спорта, чемпион Дальневосточного федерального округа, спортсмену 21 год. Его соперник в синем трико представитель команды Красноярского края Рамазан Якупов, спортсмену 23 года. Рамазан Якупов, мастер спорта, бронзовый призер чемпионата федерального округа. На ковре Б борьбу ведут в красном трико представители команды Республики Саха-Якутия Иннокентий Бабаранов, спортсмену 19 лет, имеет первый спортивный разряд, представляет училище Олимпийского резерва. Его соперник в синем трико Эдгар Кудаисов, спортсмену 21 год, имеет первый спортивный разряд, серебряный призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова, КВР Б.
Работаю как папа Карло. Нам На ковре Б победу одержал Иннокентий Бабаран, Саха-Якутия. Работа на руках. На ковер Б приглашаются спортсмены весовой категории до 74 килограммов. 1/4 финала. Павел Шишлов, Иркутская область. Николай Сивцев, Саха-Якутия. Ковер Б. На ковре А борьбу ведут в красном кругу Тюмен Бодиев, Бурятия, Рамазан Якубов, Красноярский край. Ковер А. На ковре А победу одержал Тюмен Бодиев, Бурятия. На ковер А приглашаются спортсмены весовой категории до 92 килограммов. Третий круг. Кирилл Эфитуев, Бурятия, Софрон Сафронов, Саха-Якутия. Ковер А. Третий круг весовой категории до 92 килограммов. На ковре Б борьбу ведут в красном кругу Павел Шишлаков, команда Иркутской области, спортсмену 23 года. Павел Шишлаков, кандидат в мастера спорта, призер первенства Сибирского федерального округа. Его соперник в синем прикорке судей команды Саха-Якутия Николай Сивцев. Николаю 23 года, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер чемпионата Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального института имени Максима Кирилловича Амосова. Ковер Б.
ковре А подготовил в красном трико Кирилл Туев, представитель команды Бурятии. Кандидат в мастера спорта, спортсмену 25, Кирилл Туев, серебряный призер первенства Дальневосточного федерального округа. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия. Спортсмену 25 лет, кандидат в мастера спорта, призер чемпионата Республики Саха-Якутия, ковер А. На ковер А приглашаются спортсмены весовой категории до 65 килограммов. 1/4 финала. Эзир Килюш, Пива, Кежик, Чинбар, Красноярский край. Ковер А. На ковре А в красном трико Эзир Килюш, Пива, спортсмену 27 лет, мастер спорта, бронзовый призер международных соревнований Гран-при Ивана Юрки и мемориал Горкина.
На ковер Б приглашаются спортсмены весовой категории до 65 килограммов. 1/4 финала. Иван Потапов, Александр Иванов, Сахария Киев. Чуть-чуть надо было. Сразу так палка. А он мобил. На ковре Б борьбу ведут в красном трико Иван Потапов, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа. Его соперник в синем трико Александр Иванов, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер чемпионата Дальневосточного федерального округа.
На ковер Б приглашается Джоусхан Тотонов, Сахалия Максим Шахоев, Иркутская область. Ковер Б. Челлендж ковер А. 2 балла синему. Челлендж будет проигран, еще балл синему. 2 синему. На ковре А победу одержал Кежик Ченда, Красноярский край. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 65 килограммов. Одна четвертая финала. Николай Спиридонов, Николай Ба, Сахалия. На ковре Б борьбу ведут в красном трико Джоусхан Тотонов, Сахалия. Кандидат в мастера спорта, чемпион Дальневосточного федерального округа. Его соперник с ним трико Максим Шахоев, Иркутская область. Кандидат в мастера спорта, ковер Б.
На ковре Б чистую техническую победу одержал Джумусуха Прокома Сахари Кутия. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов, 1/4 финала. Самбан Гармаев, Бурятия, Нургун Андреев, Сахари Кутия. На ковре А борьбу ведут в красном трико Николай Спиридонов, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер первенства Дальневосточного федерального округа. Его соперник в синем трико Николай Бар. Спортсмену 24 года Николай Бар, кандидат в мастера спорта, призер чемпионата Республики Саха-Якутия, ковер А. На ковре Б борьбу весовой категории до 70 килограммов ведут в красном трико Самдан Гармаев, Бурятия. Самдан 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа. Его соперник в синем трико Нургун Андреев, представитель команды Республики Саха-Якутия, спортсмену 22 года, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, ковер Б.
до 70 килограммов. 1/4 финала. Сергей Ефимов, Киевская область. Григорий Осипов, Республика Саха-Якутия. Кандидат в мастера спорта. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Григорий Осипов. Спортсмен имеет первый спортивный разряд. На ковре РБ победу одержал Сандан Вармаев, Бурятия. На ковер Б приглашаются спортсмены весовой категории до 70 килограммов, 1/4 финала. Вячеслав Слепцов, Саха-Якутия, Игорь Упхоев, Бурятия.
призер первенства среди Сахария, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Его соперник Синентриков Игорь Коев, Бурятия. Спортсмену 21 год, победитель всероссийских и международных соревнований, мастер спорта, ковер Б. На ковре А победил Сергей Ефимов, Иркутская область. На ковре А приглашаются спортсмены весовой категории до 70 килограммов, 1/4 финала. Салим Козырык, Тыва, Константин Капрунов, Саха-Якутия.
серебряный призер чемпионата Сибирского федерального округа. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Константин Катрунов. Спортсмен 24 года, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер международных соревнований на силе Гран-при Иван Якутин. Ковер А. Саид Козырь, Константин Каптуров.
Монголия. Ковер А. Приглашаются борцы весовой категории до 86 килограммов. 1/4 финала. Эмиль Рамазанов, Хабаровский край, Джулустан, Ковер Б. На ковре А борьбу ведут борцы Виталий Ефремов, Владислав Романов. Борец в красном трико Виталий Ефремов. Борцу 18 лет имени Георгия спортивный разряд. Бронзовый призер первенства Дальневосточного федерального округа. Его соперник в синем трико Владислав Романов. Спортсмену 20 лет. Имеет первый спортивный разряд, является призером первенства Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Ковер А.
категории Б. В красном трико Эмиль Рамазан, Хабаровский край, мастер спорта, бронзовый призер чемпионата Дальневосточного федерального округа. Его соперник в синем трико представитель команды Рустам Молочевский, спортсмену 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства республики Саха-Якутия. Ковер В. Категория Б. Победа Эмиль Рамазана, Хабаровский край. Категория Б. Приглашаются борцы весовой категории до 57 килограммов. 1/4 финала. Уйгулан Иванов, Николай Забарский, Саха-Якутия. На ковре А победу одержал Виталий Ефремов, Саха-Якутия. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 57 килограммов в 1/4 финала. Дархан Игнатьев, Алексей Копылов, Саха-Якутия.
На ковре А борцы весовой категории до 57 килограммов ведут борьбу в 1/4 финала. В красном трико Дархан Игнатьев, кандидат в мастера спорта. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа среди юниоров представляет Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова, тренеры Макаров. Захаров Неустроев. Его соперник в синем трико Алексей Копылов. Алексей Копылов, мастер спорта, спортсмену 24 года, победитель первенства Европы и мира. Победитель всероссийских соревнований среди студентов 2023 года, тренируется под руководством Филиппова. На ковре красный призор Уйгулан Иванов, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских и международных соревнований, тренер Филиппов Дмитрий, его соперник в синем трико Николай Заволоцкий. Спортсмену 20 лет, кандидат в мастера спорта, тренер Сивцев Сверцов.
ковре Б победу одержал Уйгулан Иванов, Саха-Якутия. На ковер приглашаются Аян Белолинский, Петр Копылов, Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Любомир Ашин, Валерий Андросов, Саха-Якутия. На ковер повторно приглашается Петр Копылов. На ковре А борьбу в 1/4 финала весовой категории до 57 килограммов ведут в красном трико Аян Белолинский, кандидат в мастера спорта. Аяну Белолинскому 23 года, победитель, чемпион Дальневосточного федерального округа 2023 года. Его соперник в синем трико Петр Копылов. Петру Копылову 24 года, мастер спорта. Бронзовый призер спартакиады сильнейших 2023 года. Тренируется под руководством Филиппова.
Александр Авилов. На ковре А в красном трико Эдуард Попов. Спортсмену 17 лет. Имеет первый спортивный разряд. Бронзовый призер первенства Республики Саха-Якутия. Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта. Его соперник в синем трико Александр Авилов. Кандидат в мастера спорта. Александр 23 года. Победитель всероссийских соревнований и международных соревнований 2022 года. Студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова. Ковера. На ковре Б торговый в красном трико Манчару Иванов, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова. Его соперник в синем трико Михаил Иванов, спортсмену 23 года, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова. Ковер Б. Борьбу в 1/4 финала весовой категории до 61 килограмма. На ковре А ведут Эдуард Попов, Александр Авилов.
Уважаемые спортсмены, уважаемые зрители, напоминаем, утешительные поединки завтра, 15 октября, состоятся в 16:30. На ковре А победу держал Александр Ангелов. На ковер А приглашаются Петр Константинов, Кежин Монгуш, Иркутская область. Уважаемые зрители, уважаемые спортсмены, напоминаю, завтра после финальных поединков состоится розыгрыш между чемпионами. Сумма 1 миллион рублей. На ковре Б борьбой в красном трико Чебалаев, Красноярский край, параллельный зачет, Республика Хакасия, мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата Сибирского федерального округа. Его соперник в синем трико Валентин Барнашов, Саха-Якутия. На ковре А в красном трико Петр Константинов, мастер спорта, 25 лет. Серебряный призер чемпионата Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета.
имени Максима Кировича Амосова. Республика Саха-Якутия. Его соперник в синем трико представитель команды Иркутской области Кежик Монгуш. Спортсмену 24 года, чемпион Сибирского федерального округа 2023 года, мастер спорта Кежик Монгуш, ковер А. На ковре Б в синем трико Валентин Курдашов, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер первенства Дальневосточного федерального округа, студент Северного Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. На ковре А в красном трико Петр Константинов, Саха-Якутия. Синим Кежик Монгуш, Иркутская область.
Челлендж номер Б. Действие 4 балла красному. При броске было заковер заступа не было. Челлендж проигран. Балл красному. Челлендж номер А. Балл красному. Челлендж проигран. Балл синему. На ковре победу одержал Ежик Монгуш, Иркутская область. На ковре А приглашаются борцы весовой категории до 92 килограммов. Четвертый круг. Александр Винокуров, Республика Саха-Якутия, Кирилл Архитуев, Республика Бурятия. На ковер Б приглашаются Максим Толмачев, Красноярский край, параллельный зачет, Саха-Якутия, Никита Сафронов, Саха-Якутия, четвертый круг весовой категории до 92 килограммов. На ковре А борцы весовой категории до 92 килограммов. Четвертый круг ведут в красном трико Александр Винокуров, Республика Саха-Якутия. Спортсмены 22 года имеют первый спортивный разряд. Призер первенства Республики Саха-Якутия.
Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Бурятия, Кирилл Эрхитуя, спортсмену 20 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Бурятия и серебряный призер первенства Дальневосточного федерального округа. Чемпион Дальневосточного федерального
снова забыл. Челлендж проигран. Выигран. Счет 4-3. спортсмены до 74 килограммов, далее 65, 70, 86, 57, 61. Подготовиться спортсмены весовой категории до 74 килограммов, но на полуфинальные поединки. Полуфинальные поединки пройдут минут через 5 на 2 коврах. Просьба подготовиться.
На коврах начинаются полуфинальные поединки. Полуфинальные поединки начинают спортсмены весовой категории до 74 килограммов. На ковер А приглашаются Павел Шишлаков, Иркутская область, Тюмень Бадиев, Республика Бурятия. На ковер Б приглашаются Иннокентий Бабаранов, Саха-Якутия, Айсен Потапов, Саха-Якутия. Приготовиться спортсмены весовой категории до 65 килограммов. Начинай!
полуфинал не заходит. На ковре полуфинальный поединок ведут спортсмены весовой категории до 74 килограммов. В красном трико представитель команды Иркутской области Павел Шишлаков, кандидат в мастера спорта, призер первенства Сибирского федерального округа, спортсмену 23 года. На ковре Б чистую победу одержал Айсен Палава, Саха-Якутия. На ковре А в синем трико представитель команды Республики Бурятия Тумен Бадиев, мастер спорта, спортсмену 21 год, чемпион Дальневосточного федерального округа 2023 года. В красном трико Павел Шишлаков, Иркутская область, призер первенства Сибирского федерального округа, мастер спорта. Его соперник в синем трико представитель команды Бурятии Тумен Бадиев, мастер спорта, чемпион Дальневосточного федерального округа 2023 года.
На ковре победы одержал Тумен Бандиев, Бурятия, и будет бороться за первое место с Айсеном Потаповым завтра. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 65 килограммов. Джулусхан Татонов, Николай Вар, представители команды Саха Якутии. На ковер Б приглашаются Александр Иванов, Саха Якутия, Кешик Чемба, Красноярский край. Секундант красного, ковер Б. Просьба подойти. На ковре Б в красном трико Александр Иванов, Саха Якутия, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер чемпионата Дальневосточного федерального округа, студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Его соперник в синем трико Кешик Чемба, Красноярский край, параллельный зачет, Республика Тыва. Спортсмену 27 лет, мастер спорта, чемпион Сибирского федерального округа. Ковер Б.
На ковре А борцы весовой категории до 65 килограммов. В красном трико Джулс Хантатон, кандидат в мастера спорта. Чемпион Дальневосточного федерального округа. Студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Евгеньевича Амосова. Джулс Хантатон, 24 года. Его соперник в синем трико Николай Бар, кандидат в мастера спорта, студент Северо-Восточного федерального университета, призер первенства Республики Саха-Якутия. На ковре Б победу одержал Кежин Чембар, Красноярский край. На ковре А победителем Джулс Хантатонов будет бороться за первое место в весовой категории до 65 килограммов с Кежика Чемба. На ковре А борцы весовой категории до 70 килограммов приглашаются Игорь Купмоев, Бурятия, Сайер Казахи, Тыва. На ковре Б приглашается Самбан Гарманов, Бурятия, Сергей Ефимов, Иркутская область.
Дальневосточного федерального округа. Его соперник Сергей Якимов представляет Ленинскую область, спортсмен 19 лет, кандидат в мастера спорта. Павел Дудов. Серебряный призер чемпионата Сибирского федерального округа.
Многовременную победу одержал Саня Назарык, мастер спорта международного класса. Тува. Поздно уже, время прошло. Слава, там время прошло. Время прошло. Он надо это то, что
Ковер, челлендж. Уход с ковра, балл синему, балл синему. Челлендж выиграл, еще балл синему. Челлендж проигран. На ковре Б победу одержал Сергей Якимов, Иркутская область. Полуфинальный поединок весовой категории до 86 килограммов. На ковер А приглашаются Эмиль Рамазанов, Хабаровский край, Виталий Ефремов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Буянко Шадапов, Республика Бурятия, Дмитрий Зайдинов, Красноярский край. Уважаемые спортсмены, любители вольной борьбы, напоминаю, завтра, после финальных поединков, между чемпионами состоится розыгрыш 1 миллиона рублей. В прошлом году, за 2022 год, миллионером на ковре стал Дмитрий Зайдинов, Красноярский край, ковер Б. Сирия Примор. На ковре А с техническим преимуществом победу одержал Эмиль Рамазанов, Хабаровский край. На ковре Б борьбу ведут в красном трико Буянко Шадапов, мастер спорта, серебряный призер чемпионата Дальневосточного федерального округа. Его соперник в синем трико Дмитрий Зайдинов представляет Красноярский край, мастер спорта, победитель международных соревнований Байкал Округ, чемпион Сибирского федерального округа, ковер Б.
На ковре победу одержал Дмитрий Зайнединов, Красноярский край. Дмитрий Зайнединов будет бороться за первое место с Эмилием Рамазановым. Приглашаются борцы весовой категории до 57 килограммов. На ковера приглашаются Любомир Ашеев, Петр Копылов, представители Саха Якутия. На ковер Б приглашается Уйгулан Иванов, Алексей Копылов, Саха Якутия. На ковре А за финал борются спортсмены команды Саха Якутия. Красный трико Любомир Ашеев, мастер спорта, бронзовый призер чемпионата Сибирского федерального округа, студент Черепчинского государственного института физической культуры и спорта Любомиру Ашееву 23 года. Его соперник в синем трико Петр Копылов, мастер спорта Петру Копылову 24 года. Бронзовый призер соревнований сильнейших 2023 года. Петр Копылов, Любомир Ашеев, ковер А.
На ковре Б борьбу ведут в красном трико Иванов Уйгулан, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских и международных соревнований. Его соперник в синем трико Алексей Копылов. Мастер спорта, серебряный призер чемпионата Дальневосточного федерального округа, победитель всероссийских соревнований. На ковре А победу одержал Петр Копылов. И борьбу за первое место завтра увидим, тоже из них победитель. На коврах борцы весовой категории до 61 килограммов. На ковера приглашаются Артур Чемодаев, Красноярский край, параллельный зачет Хакасия. Кешик Монгуш, Иркутская область.
первенства Дальневосточного федерального округа. Его соперник Синельников Александр Авилов. Кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских и международных соревнований. Студент Северо-Восточного федерального университета. КВР Б. На ковре А борьбу за выход в финал ведут борцы весовой категории до 61 килограмма. В красном трико Артур Чемодаев, Красноярский край, параллельный зачет Хакасия, мастер спорта международного класса, спортсмены 24 года, бронзовый призер чемпионата Сибирского федерального округа. Его соперник в синем трико представитель команды Иркутской области, 24-летний Кежик Монгуш, мастер спорта, чемпион Сибирского федерального округа 2023 года. Ковер А. Уважаемые зрители, уважаемые спортсмены, еще раз напоминаю, завтра, 15 октября, утешительные поединки начнутся на двух коврах в 16:30 по окончанию финальные поединки. Работа.
2 балла. Еще 2 балла. 2 балла. 2 балла. 2 балла. 2. Еще раз 2 балла. Финиш проигран. Еще 1 балл Финку. На ковре Б победу одержал Александр Аверов. Выходит в финал. На ковре победу одержал Кержик Монгуш, Иркутская область. Завтра будет бороться за первое место с Александром Альниковым. Еще раз напоминаю, что завтра, 15 октября, все утешительные поединки начнутся в 16:30. После утешительных поединков финальные поединки. Ну а после финальных поединков между